Всех приветствую на этом канале. Это Иван Бардов, юрист по интеллектуальным правам. Но сегодня речь пойдет не про интеллектуальные права, а хотел бы поговорить о такой, казалось бы, отвлеченной в некотором роде вещи, как о клавиатуре. Изначально я пользовался мембранной полноразмерной клавиатурой и был вполне доволен. Клавиатура от мелкомягких, комфортный изгиб 3000. Мой рабочий инструмент года так с 2012 -го. На этой клавиатуре напечатано множество документов, статей, а также проведено немало времени в компьютерных играх. Исправно работает до сих пор. И в какой-то момент я обнаружил, что руки просто начинают очень сильно болеть. Поэтому я решил попробовать найти клавиатуру уже, без цифрового блока, чтобы удобнее было ставить правую руку. Ну и заодно можно было попробовать механические клавиатуры. В общем, обо всем по порядку. Первой механической клавиатурой, которую я купил, стала HyperX Alloy FPS Pro. Выбрал ее в магазине среди прочих, в кавычках, игровых клавиатур, среди которых в основном были погремушки от Corsair. Клавиатура от HyperX достаточно компактная, невысокая, но такое ощущение, что в переключателе словно насыпали песка. Шрифт на любителя, но можно же просто не смотреть. А вот стабилизатор на Backspace у моего экземпляра был какой-то весь кривой и не срабатывал, если нажать клавишу чуть левее центра. Это очень напрягало. Поэтому по совокупности факторов пришлось от нее отказаться и клавиатуру вернуть в магазин. Затем я приобрел клавиатуру от Sharkoon. Это Sharkoon Typewriter TKL. Интересная клавиатура, низкопрофильная, то есть невысокая, буквально 23-24 мм. Без разложенных ножек, красные, то есть линейные переключатели, очень комфортные, достаточно тихие. Однако, несмотря на то, что эта клавиатура мне в принципе в целом нравится, стоит заметить, что у нее достаточно маркие колпачки. Они же кикапы. Буквально через час работы клавиатуру уже хочется протереть доместосом. Это, безусловно, угнетает и не добавляет комфорта в работе. Другим минусом является то, что достаточно проблематично эту клавиатуру сделать беззвучной. То есть во время нажатия переключателя колпачок стучит об верхнюю крышку переключателя. И даже если добавить сюда силиконовые кольца, то в принципе это ни на что не влияет. То есть вот здесь вот клавиши, они с силиконовыми кольцами, и такое ощущение, что нужно ставить очень толстые силиконовые кольца, и в итоге, может быть, даже и не будет срабатывать сам переключатель. И еще стоит заметить, что подсветка, в принципе, как будто бы мерцает. Вот здесь можно увидеть, как мерцает подсветка. Глазу это не всегда заметно, а вот с камеры сразу же все видно. Горячей замены переключателей тут нет, а выпаивать 87 клавиш – занятие строго на любителей. Поэтому какие-то модификации или промазывания, это, наверное, для любителей, ценителей и энтузиастов. Альтернативой этой модели Sharkoon является клавиатура Havit. Вы можете увидеть модель сейчас на экране. Натурально брат-близнец. Ну и клавиатура GMMK TKL. Сначала не планировал ее покупать, но увидел очень выгодное предложение. И решил, что стоит попробовать приобрести и ее доработать. Тем более, тут есть горячая замена переключателей. То есть не нужно ничего выпаивать, что очень удобно диванным рукодельникам с кривыми руками. Вроде меня. Кроме того, клавиатура GMMK относительно многих других механических клавиатур, хоть и не является низкопрофильной, но и является относительно невысокой, что тоже большой плюс, потому что многие механические клавиатуры, они просто огромные по высоте и напоминают клавиатуры от каких-нибудь терминалов IBM из 70-х годов. Разумеется, всегда найдутся люди, которые скажут, что нет, это правильная клавиатура, просто ты неправильно сидишь, у тебя неправильные руки, у тебя неправильный стул и так далее. Но тем не менее, привычка вторая натура, и если делать что-то неудобно и нет возможности, например, изменить стол по высоте, то такие высоченные клавиатуры не очень подходят. После того, как я приобрел эту клавиатуру, мне очень повезло, что я увидел ролик на канале дяди Сэма, он же iOSM. Ссылка будет в описании. На этом видео можно увидеть, как создается достаточно тихая клавиатура, что в принципе является большим плюсом, если вы живете не в бункере один, а рядом есть другие люди, которые как-то хотят иметь какой-то хотя бы минимальный комфорт. Соответственно, сейчас я покажу, какие шаги я предпринял и что в результате у меня получилось. Прошу прощения за качество съемки на столе, поскольку оно производилось на мобильный телефон. И, конечно, когда вы работаете, не стоит забывать про безопасность. Если вы что-то режете, если вы что-то откусываете пассатижами или еще каким-то предметом, лучше позаботиться о безопасности органов зрения. Кто-то может сказать, что это не круто, но, как по мне, действительно не круто это остаться без глаза. Поэтому лучше надеть очки. Что потребуется? Пружина на 67 граммов, стабилизаторы, смазочная станция и смазка, нож-скальпель, силиконовая наклейка,
и щипцы. Первый этап – разборка переключателей. Куда проще это делать, когда есть специальный инструмент. А дальше идет достаточно муторный процесс смазки самих внутренностей переключателя. То есть смазывается верхний и нижний корпус, а также сама его функциональная часть, которая называется stem. Некоторые ютуберы проповедуют такой способ намазывания, при котором они буквально считают, сколько смазки нанесли туда, сколько нанесли сюда, и повторяют как роботы эти действия. На мой взгляд, это не всегда стоит делать, поскольку лично я своими руками не мог ощутить большой разницы, промазан сильно переключатель или же промазан слабо. Поэтому я просто мазал так, как посчитал нужным, до тех пор, пока, на мой взгляд, переключатель и его компоненты не были достаточным образом промазаны. Общий принцип примерно таков. Если вы видите разводы смазки, скорее всего, ее слишком много. Однако, на мой взгляд, это слишком много, оно не так сильно ощущается. Далее. Сборка смазанных переключателей. Тут главное внимательность и аккуратность. Если перепутать стороны крышки, можно погнуть медный лепесток. Затем клиппинг. Вот тут как раз и пригодится защита для глаз, поскольку откусываемые или обрезаемые куски летят непредсказуемо и могут нанести травму. Внутренности стабилизатора смазываются Krytex G205, а скоба более дешевой смазкой Permatex. На саму плату в те места, где стабилизаторы могут с ней контактировать, проложен силикон. Прокладка шумоизоляции в корпус, и на это можно потратить тоже часа полтора-два, но это того стоит. Изнутри все выглядит крайне отвратительно, откровенно колхозно, но тем не менее это работает. И что самое главное, в сборе ничего из этого ужаса не видно. Ну и теперь непосредственно тесты того, как было и как получилось в результате. Вот это финальный вариант. От того, что было в сравнении, отличается лишь колпачками. Здесь стоят кейкапы профиля Cherry, которые чуточку ниже, чем штатный OEM. Ну и PBT пластик даже на этих дешманских колпачках куда удобнее и гораздо менее марки по сравнению с ABS. В своей деятельности я часто не вижу результат своей работы, а если и вижу, то не сразу, порой через год или два. Да и результат зависит, увы, совсем не только от меня. Поэтому, несмотря на утомительный процесс смазки переключателей, было приятно сделать что-то самому своими руками, когда все зависит только от тебя, и можно сразу увидеть результат. Если я предполагал, что клавиатура будет чуть-чуть тише и, возможно, чуточку поудобнее, она стала ощутимо тише и значительно удобнее. И я бы даже сказал, что смазанная клавиатура и не смазанная клавиатура
клавиатура. Это буквально две разные клавиатуры, как в плане звука, так и в плане удобства при печати. И таким образом получается, что все то время, что я провел за улучшением этой клавиатуры, когда смазывал переключатели по много часов, когда смазывал стабилизаторы, когда их обрезал, подрезал, когда добавлял различные шумо- и виброизоляции в корпус, это все действительно окупилось. Благодарю за просмотр этого видео. Если видео вам понравилось, не подписывайтесь на этот канал, потому что здесь таких видео больше не будет. И если вам вдруг интересен подобный контент, всегда можно подписаться, например, на канал дяди Сэма, ссылка на который будет в описании. Спасибо.